самое высокое колесо обозрения в мире, представляете? Потому что у нас забрали камеру, нас попросили снять микрофоны наши. Где мы вообще идем? Вообще непонятно. Можно сказать, визитная карточка современного Дубая. Снимать на колесе можно, мы спросили. С камерой сюда нельзя, а с микрофонами тем более нельзя. Бегите туда, бегите на колесо обозрения, пока там не образовалась километровая очередь, как на все другие достопримечательности. Начать выпуск предлагаем с Дубай-Марина. Это набережная. Здесь есть порт такой с крутыми яхтами. Вообще самая крутая, самая популярная набережная в Дубае. Находится она вот здесь. Карта сейчас появится, вы увидите. Недалеко от метро находится, буквально 5 минут. И сейчас мы пойдем, прогуляемся. Вообще очень много людей гуляют, все такие расслабленные. Тепло сегодня, солнце, красивые виды здесь. Смотрите, какие небоскребы. Потихоньку пойдем до Blue Waters, такой тоже райончик. Конечно же, колесо обозрения. Работает ли оно? Узнаем. Пойдем. Марина, это переводится вот как раз как такой порт. А вообще мне не очень нравится здесь эта набережная. Почему? Потому что она идет сквозь людей, которые тебя зазывают то в ресторан, то что-то еще. Вот в Сочи, наверное, вы кто был, кто знает, там вот есть такие улицы. Тоже, кстати, морской порт. Идешь через каждые 5 минут, тебе говорят, нам на яхту давай, заходи, что-то там еще, что-то там еще. Здесь тоже идешь и вот каждый раз отвлекаешься. Ты не можешь расслабиться, ты просто идешь и дергаешься вот на всех. Ну вот это по мне минус. Но это, я думаю, в сезон. Сейчас самый сезон. Вне сезон мы здесь уже были. Здесь как-то гораздо проще было, гораздо приятнее. Вот такая тема везде есть, инсталляции. Дубай-Марина, конечно, это знаковое место. Можно сказать, визитная карточка современного Дубая. Поэтому здесь это тоже не исключение. Тоже все это есть. Ну и вот, пожалуйста, лайфхак с камерой. Люди к тебе не подходят. Вообще в Арабских Эмиратах камеры относятся как-то так, не совсем положительно. А еще вы можете покататься вот на таких местных арабских лодках. Что-то вроде общественного транспорта, но именно здесь, в Дубай-Марине, я думаю, это как развлекательный такой аттракцион. И как раз на таких лодочках можно подъехать по этому проливу до Бурдж-Халифы, там самые большие в мире поющие фонтаны. Вообще эти лодки курсируют по всему каналу и могут вас из одной стороны доставить в другую, если нет, например, там моста. По всей набережной расположились различные кафе и рестораны, просто кухни всех народов мира. Также здесь есть магазины, если не хотите заходить в кафе, вы можете зайти в магазин, взять себе воды, каких-то снеков. Везде расположены уютные лавочки. Наша регулярная рубрика про скамейки. Вот смотрите, я где только о них не писал, точнее не говорил о них. Вот здесь, казалось бы, должны быть классные скамейки. Да, это не те, которые в парке Батуми, такие плоские, пластиковые, белые, на которых ничего не сохнет. Да, Тут, если дождь пройдет, хотя какой дождь в Дубае, да, скажете, они вроде как, да, деревянные, хорошие, то есть все, но почему-то вот такие вот, почему они такие выпуклые, я не понимаю. Когда сидишь, они еще лакированные, вот соскальзываешь немножко, если на краю сидишь, вот немножко соскальзываешь. Вот так вот соскальзываешь. Зачем так сделали? Гораздо удобнее, когда они немножко, наоборот, вогнутые, когда вот сидишь, и вот пятой точкой ты прям сидишь конкретно, ты никуда не соскальзываешь. А тут либо туда ты так можешь упасть, потому что здесь нет ничего, никакой спинки, либо соскользнуть. Может, я, конечно, придираюсь, но они какие-то не очень удобные. Ну, вы поняли, да? Ни одни скамейки в мире ему не угодят. Мне очень нравятся скамейки, мне нравится, что они везде. Можно присесть спокойно, вообще без напряга ходишь. Они чистые, классные, не сырые, не мокрые. Супер скамейки вообще. Конечно, вечером здесь начинается такая ночная жизнь, яркая, красочная, бурная, но мы решили показать вам именно при дневном свете, чтобы вы видели все. А вообще сейчас здесь, как сказать, сезон, или может быть наоборот, не сезон. То есть сейчас здесь зима.
И температура воздуха днем прогревается максимум 23, ну, отдельные дни там 25, но на самом деле 21-23. Ночью температура воздуха опускается до плюс 10 даже. Поэтому, если вы едете зимой, имейте в виду, брать исключительно летние наряды – это неверное решение, как мне кажется. Здесь есть не только обычная яхта, еще эксклюзивная яхта. Вот такая вот. Услышали краем уха, что 1 час такой яхты стоит 700 дирхам. Вот сейчас будет цена в долларах и в рублях. Это вообще, ну так, хорошая цена, по-моему, да? Как вы думаете? Напишите в комментарии. Идем дальше. Вдоль всей набережной тянутся два пути. 2 дорожки. Слева это для того, чтобы вот, ездили на велосипедах, на всяких электромобилях. Максимальная скорость 15 км в час. Вот здесь табличка, видите, да? А здесь для людей с колясками, для пешеходов. Ну и вот, в принципе, такая огромная зона, да? Помните, как в Батуми, там такая маленькая тропинка, дорожка выделена? А здесь прям вот целая, даже больше, чем пешеходная дорожка. Это говорит о чем? О том, что много желающих поездить. Мы, кстати, видели прокат с велосипедов, прокат самокатов. То есть здесь очень все обустроено для этого. Ну и на самом деле пешком ходить, так вот обходить все это довольно много времени уйдет. Мы сейчас идем на Blue Waters уже полчаса и решили пешком пройтись. Вот здесь мы шли, и сейчас нам нужно перебраться на ту сторону канала, и поэтому вот эти самокаты стоят готовые, ждут. Поэтому нам нужно вот сейчас дойти, вот этот мост сам, дойти до самого конца моста, развернуться и пойти по мосту. Сейчас мы перенесемся на мост. 1, 2, 3. Нет, мы еще не перенеслись на мост, потому что я заметил такие вот коробочки стоят в очень во многих местах. Вот смотрите, как думаете, что это такое? Коробки такие, там нарисовано типа опасность. Сначала подумал, может быть, это какая-то, я не знаю, электрическая какая-нибудь коробка. Нет, оказывается, смотрите, там такое отверстие есть. Это ловушка для крыс, отраву для крыс туда кладут. Они туда забираются, отравляются, и даже если они пойдут к себе в нору, куда-нибудь, где они там живут, они отравят еще других крыс. Вот так борются с грызунами. Вот теперь 1, 2, 3. А вот мы уже на мосту. Смотрите, где мы находимся. Почти самая середина моста. И вот эти мостики такие соединяют, вон там тоже, соединяют 2 части канала. Это, конечно, шикарнейший вид. Смотрите, даунтаун, Дубай. Переходим дальше и идем в район Blue Waters. Я не знаю, что это за путь, но мне кажется, здесь нет дороги. Думаешь? Ну нет, конечно. В общем, Константин ищет короткий путь к колесу, к Blue Water. И там есть дорога, точно. Просто она проходит через заднюю часть домов, вот этих вот ресторанчиков, кафешек. Давайте пройдем, это же интересно. Вот лайфхак такой будет, как пройти к колесу, обходя основные дороги. В общем, если там не будет прохода и будет закрыто. Где мы вообще идем? Вообще непонятно. Can we go here? Where do you want to go? To the wheel. We'll no, we don't. Okay, thank you. Yeah, here we close. Thank you. Он говорит, здесь можно пройти. Только Нельзя здесь по пройти. билетам. Мы гуляем. А теперь идем той же дорогой, которой пошли, которой надо идти всем. Идем по основной улице. На самом деле это пляжный район, пляжная часть. И сейчас нам нужно выйти на пляж, да. Но здесь уже открывается вид на самое высокое в мире колесо. Мы с вами вышли на пляж.
именно отсюда проходит дорога вот на тот такой полуостров искусственный. Как можно заметить, на пляже очень много людей, но я не вижу купающихся, хотя я думаю, что они тоже есть, такие смельчаки. Люди загорают, загореть, кстати, вполне себе реально и, наверное, даже более безопасно, потому что солнце не такое жгучее. Посмотрите, на пляже мы идем не по песку, мы идем по специально выложенной дороге, которая сделана из какого-то, то ли это бетон под дерево. И это настолько комфортно, еще эти дорожки постоянно подметают, чтобы здесь не было песка. И вроде бы идем на пляже, но при этом остаемся абсолютно чистый, песок никуда не забивается, то есть можно комфортно идти. За это, конечно, вообще, мне кажется, отдельный лайк проектировщикам и архитекторам. В Дубае все создано для того, чтобы гостям было удобно, потому что сюда приезжают люди с достатком, они хотят получить комфорт, сервис, и очень много делается для того, чтобы людям было комфортно. И все говорят, что в Дубае сервис вот на таком уровне, ну, классно. Даже бесплатные какие-то зоны сделаны так, что ты ходишь и наслаждаешься, а ночью здесь очень красиво, подсветка. Ну а с пляжа мы поднимаемся на мост, который приведет нас как раз к полуострову Blue Waters. Люди делают фото. Отдельно дорожка для велосипедов и самокатов. Отсюда открывается также вид на пляж, на дома вокруг. Но выглядит классно, да, ничего не скажешь, конечно. Ну что, друзья, мы с вами дошли до Blue Waters. Здесь у нас самое начало и расположен, конечно же, фудкорт, хот-доги. Здесь же можно взять в аренду самокаты, велосипеды. И вот у нас Welcome to Blue Waters. Давайте посмотрим, что же здесь такого интересного. И мы попадаем на этаж ниже. И как раз таки здесь уже начинаются магазины, сладости, какие-то мороженое, арома. Ну и дальше будут разные кафе, будут также магазины, сувенирной продукции, одежды, обуви. Все это здесь есть. It's not allowed now. When you use the microphone, it's not allowed. Not? Yes. When you use the microphone with the camera, it's not allowed. Without microphone, yes. Окей. Представляете, нас попросили снять микрофоны наши. Security подошел и сказал, что здесь нельзя с микрофоном. Именно здесь, на всей территории Blue Water. Нет, он нас не просил снять микрофоны. Он сказал, что съемка, вообще не съемка, а использование микрофонов вот в деятельности съемки запрещено. Так что имейте в виду. Поэтому, если вы нас плохо слышите, спасибо, security. Но мы законопослушные граждане, поэтому, конечно же, соблюдаем все правила и предписания. Нельзя, так нельзя. Будем снимать так. Здесь тоже разные магазины обуви. Здесь и кафе, и рестораны. А вот это, кстати, вот это жилой дом. Да, здесь на острове только развлечения. Здесь живут люди. Здесь есть буквально 10 или 20 домов жилых. Вот. И счастливчики проживают прямо здесь. Хотя, не знаю, колесо светится всю ночь. Люди гуляют, гудят. Вот такой звук прямо разговоров. Ну, в общем, так или иначе, люди здесь, на этом полуострове, тоже живут и покупают недвижимость или снимают ее. Ну, а мы идем, друзья мои, вот к этому гигантскому. Это самое высокое, можно ли сказать такой термин, как самое большое? Наверное, да. Колесо обозрения в мире, представляете?
Мы обошли колесо с правой стороны, чтобы попасть вот сюда. Место, где продают билеты. Давайте посмотрим, легко ли купить билет, надо ли его заранее бронировать. Нельзя проносить с собой ноутбуки, сказали. У нас получилось так, 290 дирхам. Это на 2 человек, то есть каждый получается по 145, да? Теперь мы должны пройти вот туда. Подошли ко входу, но так как у нас ноутбук в рюкзаке, нам сказали, что его нужно выложить. И сейчас мы это сделаем. Вот такие вот шкафчики здесь. Я не знаю, поместится он или нет у нас. В общем, мы складываем. И мы наконец-то сейчас пройдем. У нас не отберут микрофоны, мы их, кстати, вытащили на всякий случай, а случаи бывают разные, потому что снимать на колесе можно, мы спросили. Вот, что касаемо микрофонов, сейчас проверим. Как резко у вас поменялась картинка. Знаете почему? Потому что у нас забрали камеру, нас попросили ее убрать в отдельно вот этот сейф, куда мы складывали ноутбук. С камерой сюда нельзя, а с микрофонами тем более нельзя, потому что это считается уже как профессиональный набор, уже как СМИ. Да, то есть как будто бы нельзя снимать на телефон и выкладывать к себе на канал. Они говорят, да, все понимаем, но вот у них такие правила, то что какой-то более-менее серьезная камера, похожая на камеру, уже особенно с микрофонами, считается для них это уже как СМИ, а мы не СМИ. Так что будем снимать вам на телефон, картинка отличается, сори, но хотя бы так. Эта вот камера не очень на телефоне, мы на другой будем снимать, так что все хорошо будет. Здесь вот такой зал красивый. Здесь это прототип колеса. А здесь же такая красивая инсталляция. Просто обалденная. Какие цвета приятные. Здесь из чего сделано, видимо, кабинка. В общем, очень много информации об этом колесе. Даже как закладывался фундамент, как это все строилось, какие, представляете, даже какие болты здесь используются. Все это они здесь показали. И это, я считаю, очень классно для тех, кто в этом разбирается, кому интересно, как же им удалось там на насыпном острове, на искусственном, поставить самое большое в мире колесо, безопасно ли это. Я думаю, здесь вы получите ответы на все свои подобные вопросы. Ну, классно, да. Далее мы проходим вот такую вот очередь. И дальше уже вот здесь мы поедем на колесо. Да. Идем дальше. Всех пускают по очереди. Проходим туда. Пока стоим, ждем. Сказали, что сейчас мало людей, ну, то есть большой толпы нет, очереди, поэтому запускают поменьше. Они там максимум 30 человек может помещаться, или 40 даже человек. Но сейчас по 10 человек запускают, вот, потому что мало людей. Нам повезло, поэтому снимем для вас все, что можно. Hello, salam, welcome to Dubai. Good afternoon. Look at the boarding gate, please. Hello. This is VIP now. Мы просто попали в какую-то капсулу, мне кажется. Ну, чуть-чуть побольше, чем в Батуми. Чуть-чуть. Чтобы вы понимали, я стою прямо в начале кабинки, и вот такая вот она вся по кругу в стекле. И нам несказанно повезло, еще раз повторю это, что мы здесь всего лишь пятером. Самый сезон. Как такое возможно? И вот здесь открывается вид на Blue Waters. Мы на самой высокой точке, и это 250 метров. А вот здесь вдалеке мы видим пальма Джумейра, это искусственный остров в виде пальмы. И вот отсюда как раз открывается на него такой вот классный вид. Нет никаких преград, ну разве что кабинка спереди, но сейчас она уйдет ниже.
И перед нашим взором, а вот он как раз предстоит полностью вся Пальма Джумейра. 250 метров высота этого колеса, это примерно 80-этажный дом. Не самое высокое место, где мы были, но однозначно очень классный, и виды отсюда эффектные. А еще сверху видно, что оказывается сколько много корабликов. Вот смотрите, там плавает. Когда на земле не видишь этого, один-два видишь около берега. А здесь вот прямо видно, что все мельтешит. Очень много. Маленькие, большие яхты, даже круизный лайнер огромный. Вот видите, Тут там еще стоит. гидроскутер, вот это вот все. Да, то есть все водные виды спорта прям максимально развиты. Очень круто. А что творится, когда в самую жару? Я думаю, что вообще здесь... Что наша поездка на колесе подходит к концу. Сейчас мы будем подходить. И мы очень надеемся, что найдем нашу камеру, микрофон и лэптоп на том месте, где мы представляли. Очень быстро все протирают. Далее идут к нам. Сейчас будем выходить мы. Выбежали просто. И куда-то с другой стороны выходим уже. Здесь выход. И вообще классно, приятно. Мне нравится. Заметьте, везде автоматические двери. Все прям сделано такой камень, чтобы очередей не было. Это вообще классно. Чтобы запинки, да, лишней не Все было. классно продумано, вот здесь прям четко, как я не знаю, как где, в лучших местах, чтобы прям никто не торопился, никуда, все спокойно. Вообще супер. Но рука уже отваливается. Так что я не знаю, как это делать. На телефон снимать большие выпуски. И сейчас мы дойдем до нашей камеры и будет все классно. И мы попадаем в Skyline кафе, в магазин какой-то. Куда без них? Что за магия здесь происходит? Ну, такая стандартная штука, когда блестки плавают вот в этой жидкости. Но она здесь не такая интересная. Интереснее, когда вот новогодние какие-то штуки такие. В общем, большой выбор разных сувениров. Здорово смотрится такое. Ой, так раз можешь крутить. Вообще классно. Ну, в общем, много что можно выбрать. Кто любит сувениры, я не люблю сувениры. Потому что ничего, это пылесборник. А кто любит, тот будет наслаждаться таким количеством выбором. И мы вышли. Открывай. Распаковка. Все, ура, я пошла снимать на нормальную камеру. Наконец-то мы с камерой, как вы видите, с микрофонами. С нас, хорошим звуком. да, нормально слышно. А все почему? Потому что мы вышли с территории острова, искусственного острова Blue Waters, сразу надели на себя все. И хотели бы поделиться нашими впечатлениями. А вот сейчас мы покажем, где мы стоим. Здесь закат, дубайский закат Blue Waters. Это мост через канал. Очень красиво, вот на фоне таких классных зданий. Как и впечатлились мы самим колесом обозрения. Что тебе больше всего понравилось? Я очень рада, что это колесо запустили. В прошлом наш приезд, в прошлом году весной, конец весны, начало лета, колесо не работало. И вообще даже те, кто жили здесь, местные жители, не были уверены, заработает ли оно вообще, потому что оно просто стояло на протяжении нескольких лет. Но в этом году совсем недавно его наконец запустили, и нам несказанно повезло оказаться здесь именно в это время. Мне очень понравились просторные кабины, мне понравилась организация просто 10 из 10, как все там сделано. Колесо, я считаю, просто вообще потрясающий аттракцион. Да, мне тоже все очень понравилось, начиная от цены. Между прочим, цена того стоит, потому что это самое большое, во-первых, в мире колесо, во-вторых, очень долго оно идет. Раньше я на чем ездил, минут 5-10, там, 15 максимум. Здесь 38 минут, представляете, 38 минут вы находитесь в воздухе, и виды все красивее и красивее. Так вот, потом организация, такая строгая, конечно, нас попросили
оставить вот эти наши микрофоны и камеру в специальном отсеке, который, кстати, бесплатно, очень защищенный, все хорошо. Дальше, чтобы очередей не было, хотя сегодня очередей нет, но чтобы очередей не было, там специальные отсеки, комнаты, куда вы проходите, дальше стоите, ждете дальше, и так вот идете, никакой толпучки нет, никаких очередей, все классно, вот это мне очень понравилось, тайминг вот такой, быстро все прошли, потом сели, покатались, очень много места, понравилось, что всего 5 человек было в кабинке, ну это круто, мы могли снимать все, что хотим. Там не дуло, ничего, там полностью она закрытая. Классные окна, чистейшие окна, они молодцы, поддерживают. Наши впечатления, возможно, вот такие вот все радужные, положительные, исключительно потому, что у нас было 5 человек в кабине, представляете? Вообще в этой кабине, эта кабина рассчитана до 40 человек, 40 человек. И если бы вдруг там было хотя бы человек 30, я думаю, впечатления были бы омрачены именно количеством людей, но еще немногие знают, что колесо наконец-то работает. Поэтому, если вы сейчас в Дубае или в ближайшее время в Дубае, бегите туда, бегите на колесо обозрения, пока там не образовалась километровая очередь, как на все другие достопримечательности. Да, мне только один вопрос. Если раньше она была закрыта, говорят, из-за каких-то проблем с конструкцией, что ли, которые, в принципе, нельзя исправить, и его нужно сносить. Почему сейчас его открыли? Вот этот вопрос интересный. Возможно, исправили, конечно, но... Невозможно, я думаю, исправили. А возможно, просто запустили, и так пойдет. Ну, оно классное, оно большое. Жалко, что остальные колеса обозрения уже, наверное, не вызовут столько восторга. Ну, Дубай — это про все самое шикарное, самое большое, самое помпезное. Они все любят приставку здесь самый. Да, самое большое, в общем, ну, круто, здорово. Это ну и стоит. Да, побывать здесь и посетить, наверное, посмотреть вообще на Дубай с высоты. Есть несколько вариантов. И колесо обозрения, один из них такой вот действительно стоящий. Я думаю, что много уже выпусков люди снимали про эти места, но стоит к посещению точно, чтобы просто посмотреть на позитивный мир, на классный сервис, на чистоту, на классное суперское колесо обозрения. Смотрите следующие выпуски. Да, следующий выпуск тоже из Дубая.